После заявления диктатора о том, что белорусская армия вступит в конфликт с Украиной на стороне России, ни у кого не осталось иллюзий относительно того, что в войну, о которой постоянно твердят пропагандисты, так или иначе окажутся втянуты белорусы. Но сегодня мы хотим поговорить не об оценке теории вероятностей, а о том, что произойдет с нами в случае введения военного положения с правовой и организационной точки зрения. Ведь диктатор постоянно говорит о войне, но абсолютно не заботится о том, что последует за процедурой введения военного положения. В общем-то, ничего нового. Ровно так же неожиданно для коммунальщиков каждую зиму выпадает снег, а правительство не готовит страну к эпидемии ковида даже через 2 года после ее начала. Поэтому мы рассказываем, что нужно знать белорусам про военное положение. Основаниями для введения военного положения на территории Республики Беларусь являются военная угроза или нападение. И это не только непосредственно вооруженная агрессия. Достаточно повышенной активности иностранных военных по периметру границ Беларуси, чтобы было принято решение о наличии повода для введения военного положения. О введении военного положения издается указ. В нем указываются основания и время начала действия военного положения. По большому счету, в одно не очень прекрасное утро вы можете проснуться в стране, в которой уже введен ряд ограничений гражданских и экономических прав. И именно в этих ограничениях кроется выгода для режима от введения военного положения на основании какого-то незначительного локального конфликта или даже просто из-за подозрений и опасений, что он может возникнуть. А на сегодня таких поводов предостаточно. Итак, на период военного положения могут вводить комендантский час и цензуру, ограничивать или запрещать перемещение как через границу Беларуси, так и внутри ее территории и даже отдельного населенного пункта, блокировать или полностью отключать любые виды связи, ограничивать или останавливать банковские операции, менять режим рабочего времени, отселять население и изымать имущество, приостанавливать выплаты пособий, аннулировать лицензии и разрешения, экспроприировать производственные помещения и бизнесы целиком. Вы будете обязаны выполнять все требования органов военного управления. Всего в законе о военном положении более 40 пунктов того, в чем вас могут ограничить. И этот перечень не является закрытым. Отменяется военное положение в случае отпадения оснований для его введения. Таким образом, вся жизнь в стране на неопределенный срок может быть абсолютно законно переведена на военные рельсы. У вас не останется практически никаких гарантированных прав, кроме права на саму жизнь, что в условиях возможного вооруженного конфликта и мобилизации населения тоже видится весьма сомнительным. Мы не хотим пугать вас призраком войны. Мы напоминаем, что Лукашенко использует все возможные инструменты, чтобы максимально усложнить вашу жизнь ради продления своего пребывания у власти. Как с этим бороться? Всеми законными и безопасными для вас способами. Например, сделать свой бюллетень недействительным в ходе предстоящего так называемого референдума, сказав таким образом, что вы против режима, против безосновательного введения военного положения и против любого другого беззакония в Беларуси. Но прежде всего сказать, вы против войны.